Всем добрый день, дорогие подписчики! У меня сейчас, перерыв, и как, в общем-то, часто в последнее время, во время своего перерыва, я стараюсь с вами обсудить какую-то одну из важных тем в реабилитации. У меня чайничек закипел, я себе сейчас чаек здесь делаю параллельно, и с вами мы обсудим тутор, либо ортез, который вам ставят после травмы, как правило, это перелом, на какое-то время. И тема сегодняшнего ролика – это тутор 6 недель, а что же потом? Давайте порассуждаем на эту тему. Читая ваши комментарии, да, и, в общем-то, встречаясь с некоторыми из вас, я пришла к выводу, что время ношения тутора, либо ортеза, да, как хотите его назовите, варьируется, очень сильно варьируется в зависимости от страны. В среднем это 3-6 недель. Речь идет как правило, о переломах со смещением, без смещения, перелом большеберцовой, в общем-то, перелом колена, да, можно сказать, переломы надколенника, в общем, вот эта вся тема с операцией либо без операции. В среднем это 3-6 недель. Кому-то везет намного меньше и ставят иммобилизацию колена прям так конкретно и надолго. Такие даже случаи я встречала на 3 месяца. Что мне, кстати говоря, кажется вообще средневековьем каким-то, да, заковать сустав на 3 месяца вообще, чтобы он был без движения, это изначально сделать человека инвалидом, да, но это как бы мое мнение. Но в среднем, да, это варьируется от 3 до 6 недель. У нас здесь действует схема 2-2-2. При данных травмах это 2 недели иммобилизации. Далее это 2 недели сгибания разрешено на 30 градусов, и далее 2 недели еще плюс на 60 градусов, соответственно, после этого времени убираются все ограничения. Может быть только ограничение по наступанию на ногу, после данных, да, 2-2-2, потом уже все можно, как сгибать, разгибать колено можно, но наступать на ногу не всегда, в зависимости от рекомендаций врача. В среднем, да, вот то, что мне встречается на канале среди ваших комментариев, это 3-6 недель. Много случаев 6 недель. И также даже встречаются у меня комментарии, да, подписчики, у которых была иммобилизация колена на 3 месяца. Что я об этом думаю, да, я вам уже сказала в начале ролика. Так давайте же сегодня я с вами поговорю на тему, а что же будет потом. Да, вот после 6, давайте брать 6 недель мобилизации колена, 6 недель вы в туторе, а что же будет потом? Знаете, мне захотелось снять этот ролик после очередного раза, когда я прочитала комментарий у себя на канале, что вот типа того там подписчицы поставили тутор на 6 недель, по-моему, да, и как же так, ведь я тут вещаю, что ранняя реабилитация, что нужно сразу же сгибать колено, а как же это делать, если у вас стоит тутор и этого вообще делать нельзя? Смотрите, что я могу сказать по этому поводу и что я хотела сказать по этому поводу. Я не могу противоречить, спорить с рекомендациями, которые вам дал ваш врач. Если вам врач сказал, что у вас иммобилизация колена 3 месяца, если вы мне это пишете, то я никогда не скажу вам, что не слушайте вашего врача, что это вообще нельзя так делать, и что после 3 месяцев иммобилизации вы просто не оберетесь проблем, вы просто никогда больше не согнете ваше колено так, как вы его сгибали раньше. Я все это подумаю, понимаете, я все это подумаю про себя, но произнести это я никогда не смогу, и я не стану этого делать у себя на канале. Поэтому все-таки, да, как говорится, наверное, читайте между строк. Потому что все-таки решение принимаете всегда вы, пациент. Если вам врач говорит иммобилизация 3 месяца, если здесь на канале я говорю это ранняя реабилитация, да, мы начинаем двигать, сгибать, разгибать колено как можно раньше, то есть
ваша, наверное, ваша задача, или как вам, как пациенту, придется принять решение самостоятельно, исходя из того, что вы ощущаете, как это будет правильнее. Но, как я уже говорю, да, я, например, против долгой иммобилизации. Я даже, более того вам скажу, я против иммобилизации на 6 недель. Потому что я вижу достаточное количество случаев, да, вот, когда человек обращается ко мне уже после 6 недель иммобилизации колена, и когда очень тяжело начинает разработку колена. Хорошо, если человек, да, обратится сразу, а если он еще подождет какое-то количество времени, да, там пару месяцев, и в итоге все это превращается в огромный снежный ком, то, как бы понимаете, здесь уже, ну что, вот так вот получилось, и теперь имеем то, что мы имеем. В этом ролике, да, что я хочу сказать, это то, что, вы знаете, нужно все-таки следовать здравому смыслу. Я вот так вот, наверное, скажу, да, если вы чувствуете, что вы можете начинать разработку колена там раньше, чем 6 недель, и вы начинаете потихоньку это делать, и вы не ощущаете сильной боли, да, то почему бы это не начать делать раньше? Если вы начинаете разработку колена, и да, еще не прошло 6 недель, и вы чувствуете, что вообще не нужно этого делать, то, может быть, этого и не нужно делать. Но вы посмотрите, да, вот у кого стоит тутор, иммобилизация на 6 недель и выше, вы знаете, вы, наверное, посмотрите мою папочку «Отзывы пациентов о восстановлении». Там есть несколько хороших, ярких примеров, да, вот, когда у людей стояла иммобилизация колена, в среднем там 6 недель и выше, и к чему, как правило, это приводит. Вот, поэтому, да, что хотела сказать в этом ролике. Может быть, так мои мысли немного спутаны были, но я хочу вам сказать, что иммобилизация колена на 6 недель – это все-таки очень много, да, и мне, знаете, еще кажется, что вот почему, допустим, врач, ну, ставит иммобилизацию колена там на 6 недель, на 8, на 3 месяца, и потом, как бы, да, оказывается так, что колено никуда, ни туда и ни сюда, а врач вам говорит, ну все, как бы моя работа сделана, кость срослась, а теперь делайте, что хотите. Понимаете, здесь такой вот еще момент есть, что врача не всегда волнует, что с вами будет потом, после этих 6 недель мобилизации колена. И, скорее всего, когда вы к нему придете на прием, он сделает рентген, посмотрит, да, срастание кости, скажет вам, что, вы знаете, все замечательно, у вас кость срослась, моя работа сделана. А вы уже как бы дальше, как хотите, так и восстанавливаете свое колено. И потом уже, да, оказывается, что эта проблема была не врача, а оказывается, что это теперь ваша огромная проблема, как теперь и что делать с вашим коленом. Вот, такой вот ролик по поводу иммобилизации колена на 6 недель, тем более на 3 месяца. Что я по этому поводу думаю про себя. Вот сегодня я немного озвучила то, что я думаю, да. Все, делитесь вашим мнением, пишите ваши комментарии. Прощаюсь с вами до следующих роликов. И всем пока-пока.